Четко прописанный договор. Мы так хорошо подготовились к Новому году, что я не вижу смысла оставлять адвоката 31 декабря без выпивки. Налей ему за счет заведения, но не больше стакана. Жизнь меня достаточно потрепала, и я хочу, чтобы он что-то соображал, если опять начнутся неприятности. Стены красного дерева с резьбой украшали антикварные картины, которые давно умершие художники писали для самых влиятельных кардиналов и королей. Посредине комнаты стоял огромный стол для конференции величиной с 3 супружеских ложа, отделанный золотом. Чтобы попасть ближе к нему, нужно преодолеть огромную череду охранников, секретарей, адвокатов, каждый из которых делал все, чтобы не подпустить к хозяину. Хозяин любил в служащих умение действовать, а не задавать вопросы. Последнее он оставлял только для себя, но чтобы все нужные сведения получить меньше, чем за полчаса. Завтра его муштра должна будет принести завидные дивиденды. Дадли оглянул компанию вокруг себя, и в его взгляде было так мало обычной ледяной злобы, что все знали, это проявление максимального удовольствия от дел. Да и не у всех остальных из компаний, и не вообще, а именно сегодня, 31 декабря 2029 года. Злость небольшая, ведь за оставшиеся несколько часов им необходимо было получить еще десяток подписей по договору и 2-3 десятка сверх того, если какая-то из 10 тысяч имеющихся окажется недействительной. Но посетители валили в игровые залы и на карнавал, жаждали развлечения, поэтому через час-два все заботы Дадли окончатся. Точнее, будут закончены все приготовления, которые он предпринял для своей самой грандиозной сделки. Сделки века, сделки тысячелетия, самой уникальной бизнес-идеи по продаже чего-либо на территории США и вообще в мире. А 1 января 2030 года она вступит в силу. Решительно, бесповоротно. У нее мощные гаранты. Деньги, самые немыслимые суммы и гарантии. Знали ли малютка Том и Красный Дик, когда взялись выпотрошить этого червяка, какие они молодцы? Наверное, о собственных талантах как раз они всегда знают. Именно поэтому совсем не посмотрели, что того неудачливого игрока продолговатая голова и кожа зеленее, чем у человека, когда схватили его. В темных глазах Дадли блеснул огонек, когда он вспомнил, как Том и Дик могут поиграть с должником. А что они сделали на этот раз? После того, как затащили нашего нового друга в комнатку в подвале. Горелое мясо инопланетянина после появления. Проигравшие обязаны давать компенсацию, собственность необходимо защищать, иначе что может удержаться стабильным на нашей планете? Он кинул взгляд на фигуру в тени перед главной дверью. Сидевший в углу зала Дональд скучал. Ему не мешало бы побриться, но пусть уж при параде явится на завтрашний праздник. Вот красный галстук громилы Стивена красив, как закат или торжественный мундир императорской службы. Дадли решил, что послезавтра учредит для себя такую и возьмет туда не меньше 10 тысяч солдат. Людей, инопланетян, но в форме подтянутых и умеющих красиво позировать туристам. Ведь с завтрашнего дня он может больше не беспокоиться о проблемах с законом. Он сам становится законом, и это решение вступит в силу 1 января 2030 года. Как и остальные пункты договора с тем зеленокожим инопланетянином и его могущественной цивилизацией. Лерой молодец, что сумел догадаться о его положении на родной планете. Прекрасно, что там есть ученые, великолепно, что их ценят. И лучше всего то, что сами исследователи иногда ездят испытать новенькую машину в других галактиках. Так наш ящер появился на Земле, понял, как зайти в казино и оказался до... Проигравшие обязаны давать компенсацию, собственность необходимо защищать, иначе что может удержаться стабильным на нашей планете? Он кинул взгляд на фигуру в тени перед главной дверью. Сидевший в углу зала Дональд скучал. Ему не мешало бы побриться, но пусть уж при параде явится на завтрашний праздник. Вот красный галстук громилы Стивена красив, как закат, или торжественный мундир императорской службы. Дадли решил, что послезавтра учредит для себя такую и возьмет туда не меньше 10 тысяч солдат. Людей, инопланетян, но в форме, подтянутых и умеющих красиво позировать туристам. Ведь с завтрашнего дня он может больше не беспокоиться о проблемах с законом. Он сам становится законом, и это решение вступит в силу 1 января 2030 года. Как и остальные пункты договора с тем зеленокожим инопланетянином и его могущественной цивилизацией. Лерой молодец, что сумел догадаться о его положении на родной планете. Прекрасно, что там есть ученые, великолепно, что их ценят. И лучше всего то, что сами исследователи иногда ездят испытать новенькую машину в других галактиках. Так наш ящер появился на Земле, понял, как зайти в казино и оказался должен достаточно, чтобы его не выпустить. Дадли как-то совершенно не удивился, когда Лерой догадался, как пытать инопланетянина с другой чувствительностью к боли и восприимчивостью к нашим военным наркотикам.
У старого солдата всегда наготове что-то ценное. Вначале он отправил Дика на его корабль, чтобы получить из других миров посылку с золотом и бриллиантами. Для выплаты его карточного долга в казино, конечно. А потом, когда стало ясно, как много у него такого добра, тоже не сплоховал. Парень держал его на цепях, пока с планеты зеленокожих не пришли все подписанные договоры в лучшем виде. По их законам требуется, чтобы на планете как минимум 10 тысяч человек подписали договор на специальной бумаге. Они, мол, хотят, чтобы их планета стала колонией цивилизации Большая Тишь, не произнесу это по-ихнему. А вечным диктатором просят поставить меня, Дадли. Если бы не пытки гения, все могло бы кончиться плохо. То есть, они бы пальнули в планету, как обычно в таких случаях следует. Но условия договора они соблюдают, пока живы буковка в буковку. Это Лерой выяснил, когда накачал сывороткой правды нашего и тех двоих, которые пришли к нему на помощь. Поэтому они отпустили инопланетян, не боясь удара без заложников. Они не будут хитрить и пытаться обойти соглашение. Странная раса. А все прописано. По договору, который поймает все человечество в ловушку первого, Дадли получал неограниченные полномочия на Земле и военную мощь зеленокожих в помощь. Мужчина в выцветшем хаке около выхода в тайную комнату смотрел на Дадли с откровенным восхищением. Он потягивал кофе, хотя если бы полгода назад его отцу Фрэнсису сказали, что сын бросит наркотики, он бы полез в драку. Он ведь не терпит оскорблений. А чем еще считать такие надежды отцу, который перепробовал всех врачей и магов? Только из-за этого Фрэнсис потребовал в доказательство инопланетности нашего гостя вылечить сына и завязать ему тягу к веществам навсегда. И вот он, отпрыск старого друга Фрэнсиса, уже не в комнате на -3 этаже, где никто не обратит внимания и на президента, войди он туда сделать селфи с любым желающим. Но ничего, послезавтра Дадли получит возможность получать компенсацию за украденное без всяких волнений. Сколько малышу сейчас, больше 30 или меньше? Он выглядел на 50, и это так же верно, что сейчас смотрится на 20. Хорошо, что адвокат вставил в договор пункт о полной оплате предполагаемых волнений. То есть, даже за то, где Дадли мог бы и понервничать. Он захотел стать моложе, мускулистым блондином или изысканным тренированным в кунг-фу китайцем, и подумал, что его таким сделают и еще заплатят, чтобы не переживал. На телефон пришло сообщение: 10 тысяч голосов получено. Теперь набирались страховочные. И меньше, чем через сутки, 1 января, Дадли выйдет из комнаты владельцем всего, что есть на Земле, плюс несколько космических инопланетных кораблей и много чего в придачу. Удачная сделка с должником казино. Он даже не жалел, что отпустил его. Больше было просто ни о чем просить американцу с амбициями, каковым он себя и считал. Фил Стоун пришел в казино больше для того, чтобы послушать концерт и посетить карнавал. Реклама кричала о выдающемся зрелище, лучших артистах на сцене. На входе ему выдали маску, плащ, колпак и удивительную бумажку, которую он должен был подписать для бесплатного розыгрыша главного приза новогодней ночи. Сказочники-устроители обещали спектакль, в котором повеселятся все. А в бумаге была написана чепуха о том, что он, Фил, призывает инопланетян, которых, конечно, будут играть артисты в шоу. Если бы они существовали, никто из землян такую бумагу не подписал. Да и не была она вовсе бумагой. Какой-то странный карнавальный переливающийся пластик. Он открыл рот, а потом резко его захлопнул. Бумага привлекла внимание хакера Фила Стоуна гораздо больше, чем карнавал. Особенность характера трудоголика, ему тотчас захотелось узнать, откуда они ее берут. Темный угол в коридоре, взлом системы минут за 30, и Филу захотелось надеть на себя большую маску и не снимать ее, пока он не сможет достаточно овладеть своим лицом. Будет порабощено, и у него оставалось 5 часов до мига, когда соглашение вступит в силу. Для него был открыт каждый компьютер мира, но он не знал, что и куда послать, чтобы предотвратить беду. Он мысленно вертел факты так и эдак, чтобы выстроить систему для будущих явных действий. Внезапно он увидел человека в маске Кеннеди и понял, что делать. Президента Кирибати и его острова Лайн мало кто знает в мире. Новая Зеландия слушает новогодние поздравления позже его на час, но даже там не заметили сразу его удивительной инициативы. Но жители страны услышали точно такую же через час. Потом то же самое сказали в Австралии, Китае, Индии, России, Западной Европе и, наконец, в Канаде и США. Взяв на себя исключительные полномочия президента и королей, высшая власть в каждой стране мира, приняли решение отменить календарный день 1 января 2030 года. Своим указом они учредили вместо него 32 декабря и сразу же после этого 2